Тема – инцидент на мосту Марко Поло, Лугоу-Цяоский инцидент, Лугоу-Цяо инцидент, или его также именуют инцидент 7 июля. Также события на мосту Рокко-Кё, Дзикен. Дата 7 по 9 июля 1937 года. Местоположение окрестности Пекина, Китай. Последствия – начало Второй китайско-японской войны или Японо-китайской войны. Важно указать, что 1937 год считается альтернативной спорной датой начала Второй мировой войны. Инцидент на мосту Марко Поло представлял собой сражение в июле 1937 года в окрестностях Пекина между Национальной революционной армией Китая и Императорской армией Японии. После японского вторжения в Маньчжурию в 1931 году на железной дороге, соединяющей Пекин с портом Тяньцзинь, было много мелких инцидентов, но все они утихали. Во время данного инцидента произошло следующее. Японский солдат временно отсутствовал в своей части напротив Ваньпина, и командир потребовал права обыскать город в его поисках. Когда эта просьба была отклонена, подразделения с обеих сторон были подняты по тревоге, и китайская армия открыла огонь по японской армии. Хотя пропавший японский солдат уже вернулся на свои позиции. Инцидент на мосту Марко Поло обычно рассматривается как начало полномасштабной Второй китайско-японской войны и начало открытия Тихоокеанского театра военных действий Второй мировой войны. Напряженность в отношениях между Японской империей и Китайской республикой усилилась после японского вторжения в Маньчжурию в 1931 году и последующего создания зависимого государства Маньчжоу-го со Синьгиро Пуи, свергнутым императором династии Цин в качестве главы государства. После вторжения японские войска распространили свой контроль еще дальше на Северный Китай, стремясь получить сырье и промышленные мощности. Следственная комиссия Лиги Наций опубликовала доклад Литтона, в котором критиковались японцы, в результате чего Япония вышла из Лиги Наций. Стоит пояснить, комиссия из 5 человек, возглавляемая британским политиком Литтоном, огласила свои выводы в октябре 1932 года. Комиссия заявила, что Япония является агрессором, что она неправомерно захватила Маньчжурию. Также утверждалось, что японское марионеточное государство Маньчжоу-го не должно быть признано. Генеральная ассамблея Лиги Наций приняла доклад, и Япония вышла из Лиги Наций. Гоминьдан, Китайская национальная партия, отказалась признать Маньчжоу-го. В 1933 году правительство Китая согласилось заключить мирный договор перемирия Тангу с Японией. Продвигаясь вперед, укажу, что китайская общественность враждебно восприняла унизительный для Китая и благоприятный для Японии мирный договор. Несмотря на перемирие и создание буферной зоны, Япония продолжала территориальную экспансию в Китае, что в 1937 году привело ко Второй Японо-Китайской войне. Итак, впоследствии имели место различные инциденты или вооруженные столкновения ограниченного характера. Значение инцидента на мосту Марко Поло состоит в том, что после него напряженность больше не спадала. Произошла эскалация, когда обе стороны задействовали более крупные силы и боевые действия распространились на другие части Китая. Поэтому, оглядываясь назад, этот небольшой инцидент можно рассматривать как начало крупного масштабного конфликта.
По условиям заключительного протокола от 7 сентября 1901 года Китай предоставил государствам, имеющим представительство в Пекине, право выставлять постоянную охрану в 12 определенных пунктах вдоль железных дорог, соединяющих Пекин с Тяньцинем. Это должно было обеспечить открытое сообщение между столицей и портом. К июлю 1937 года Япония увеличила свои силы в Китае примерно до 7 тысяч-15 тысяч человек, главным образом вдоль железных дорог. Это число людей и количество сопутствующей материальной части в несколько раз превышало численность подразделений, развернутых европейскими державами, и значительно превышало пределы, установленные протоколом. К этому времени японская императорская армия уже окружила Пекин и Тяньцинь. В ночь на 7 июля японские части, дислоцированные в Интае, пересекли границу для проведения военных учений. Японские и китайские войска за пределами города Ваньпин к юго-западу от Пекина обменялись огнем примерно в 23:00. Точная причина этого инцидента остается неизвестной. Когда японский солдат рядовой Шимура Кикуджира не вернулся на свой пост, командир китайского полка Цинь Синвэнь получил сообщение от японцев с требованием разрешить войти в Ваньпин для поиска пропавшего солдата. Китайцы отказались. Хотя рядовой Шимура вернулся в свою часть, к этому времени обе стороны мобилизовались, и японцы направили подкрепление, чтобы окружить Ваньпин. Позже, той же ночью, подразделение японской пехоты попыталось прорвать оборону Ваньпина, но было отбито. Через 2 часа японцы предъявили ультиматум. В качестве меры предосторожности Цинь Дэчунь, исполняющий обязанности командующего китайской 29-й маршрутной армии, связался с командиром китайской 37-й дивизии генералом Фэн Джианом и приказал ему привести свои войска в повышенную боевую готовность. В 02:00 8 июля Цинь Дэчунь, старший офицер, исполняющий обязанности командующего китайской 29-й маршрутной армии, послал Ван Вэньчжая, мэра Ваньпина, одного в японский лагерь для проведения переговоров. Однако это оказалось бесплодным, и японцы настояли на том, чтобы их впустили в город для расследования причин инцидента. Примерно в 04:00 начали прибывать подкрепления с обеих сторон. Китайцы также перебросили дополнительную дивизию войск. В 04:45 Ван Вэньчжай вернулся в Ваньпин, и он видел, как японские войска скапливаются вокруг города. Через 5 минут после возвращения Вана раздался выстрел, и обе стороны начали стрелять, тем самым ознаменовав начало битвы за Пекин-Тяньцинь, или ее именуют битва за Пэйпин-Тяньцинь, Пинсинь-Чжочжань, также северокитайский инцидент Хокуши-Дзикен, и как следствие полномасштабное начало Второй китайско-японской войны в 04:50 8 июля 1937 года. Ци Синвэнь возглавил китайскую оборону примерно сотней солдат, получил приказ удерживать мост любой ценой. Китайцы смогли удержать мост с помощью подкреплений, но понесли огромные потери. В этот момент японские военные сотрудники японской дипломатической службы начали переговоры в Пекине с китайским правительством. Было достигнуто устное соглашение с китайским генералом, согласно которому: первое, китайцы принесут извинения японцам; второе, виновные будут наказаны; третье, контроль над Ваньпином будет передан китайской гражданской полиции Хэбэй; четвертое, китайцы попытаются лучше контролировать коммунистов в этой местности. Это было согласовано, хотя командир японской гарнизонной пехотной бригады генерал Масакадзу Кавабе первоначально отверг перемирие и, вопреки приказу своего начальства, продолжал обстреливать Ваньпин в течение следующих 3 часов, пока его не убедили прекратить огонь и двинуть свои войска на северо-восток.
Хотя было объявлено о прекращении огня, дальнейшие усилия по деэскалации конфликта провалились в основном из-за действий китайских коммунистов и командиров японской гарнизонной армии Китая. Из-за постоянных китайских атак командир японской гарнизонной пехотной бригады генерал Масакадзу Каваба приказал обстрелять Ваньпин 9 июля. На следующий день в атаку вступили японские бронетанковые части. Китайский 219-й полк оказал эффективное сопротивление, и 25 июля в Ванфане начались полномасштабные бои. После ожесточенной кровопролитной атаки на японские позиции 27 июля китайский генерал Сун потерпел поражение и на следующий день был вынужден отступить за реку Юндинхэ. Июля Генеральный штаб сухопутных войск императорской Японии санкционировал развертывание пехотной дивизии из японской корейской армии, 2 бригад из Квантунской армии и авиационного полка в составе 18 эскадрилей в качестве подкрепления в Северный Китай. К 20 июля общая численность японских войск в районе Бэйпин-Тяньсинь превысила 180 тысяч человек. Японцы захватили Бэйпин и форты Дагу в Тяньсине 29 и 30 июля соответственно, завершив таким образом военную кампанию. Однако японская армия получила приказ не продвигаться дальше реки Юндинхэ. Внезапно японское правительство под руководством Коноэ Фумимаро открыло переговоры с правительством Чан Кайши и заявило, Япония хочет сотрудничества с Китаем, а не китайской земли. Тем не менее, переговоры не продвинулись дальше. 9 августа 1937 года в Шанхае был застрелен японский морской офицер, что привело к перерастанию стычек и сражений в полномасштабную войну. Обострившаяся напряженность в связи с инцидентом на мосту Марко Поло привела непосредственно к полномасштабной войне между Японской империей и Китайской республикой с битвой за Бэйпин-Тяньсинь в конце июля и битвой при Шанхае в августе. В 1937 году, во время битвы за Бэйпин-Тяньсинь, мусульманский генерал Ма Буфан уведомил правительство телеграммой о том, что он готов начать борьбу с японцами. Сразу же после инцидента на мосту Марко Поло Ма Буфан организовал отправку кавалерийской дивизии на восток для борьбы с японцами. 7 июля 1937 года иногда приводится в качестве альтернативной даты начала Второй мировой войны, в отличие от более часто упоминаемой даты 1 сентября 1939 года.
о том, мог ли этот инцидент быть спланирован так же, как ранее Мукденский инцидент, послуживший предлогом для японского вторжения в Маньчжурию. По словам Джима Хаффмана, эта идея была широко отвергнута историками, но Ричард Теймс пишет следующее. В июле 1937 года сфабрикованный инцидент на мосту Марко Поло у китайской границы послужил предлогом для военного вторжения в Китай. К декабрю японские силы достигли Нанкина, столицы Гоминьдана, где совершили масштабные злодеяния в отношении разоруженных китайских солдат и тех гражданских лиц, которые не смогли найти убежище в международном квартале. Есть еще следующая версия. Первый ответ на инцидент был дан Центральным комитетом Коммунистической партии Китая 8 июля с декларацией, призывающей всех китайцев к сопротивлению японским агрессорам. Скорость, с которой была опубликована эта декларация, рассматривается некоторыми историками как свидетельство того, что коммунисты либо спровоцировали инцидент, либо, по крайней мере, знали о провокации. Японское правительство под руководством Каноэ Фумиморо неохотно отреагировало на известие о столкновении, но было принципиально убеждено, что не должно допускать дальнейшей эскалации ситуации, поскольку Япония не была готова к полномасштабному конфликту в Китае.